Всем привет! Сегодня на обзоре у нас будет вот такой вот фонарик от фирмы Saphirn под маркировкой HS20. Фонарик у нас двухглазый, а-ля дальний и ближний свет. На коробочке у нас указано 2300 люмен и 136 метров его дальнобойность. В то время, как в описании к данному фонарику на странице магазина, на который вы можете перейти по ссылке из описания видео, указано, что у нас 2700 люмен и 235 метров дальнобойности. Ну, я все-таки доверяю надписи на самой коробке, так сказать, на самом фонаре. Еще такой фокус. Смотрите, фонарик мы заказывали 6500 Кельвин, в то время как вы можете заказать и второй фонарик, там есть 5300, 5700 Кельвин. Но заказан был фонарик со светодиодом XHP52, приехал XHP50B. Не знаю, в чем разница. Кто знает, друзья, пожалуйста, отпишитесь. Данный светодиод XHP50B у нас отвечает за дальний свет, а за ближний свет отвечает светодиод LH351D. На коробке снизу у нас указаны разные там характеристики на разных режимах. Пожалуйста, уже читайте сами, я на этом останавливаться не буду. Вскрываем коробку. Открывается как спичечный коробок. Все сделано просто шикарно, четко, отлично и красиво. И вот здесь у нас есть, видите, магнитик. Просто красота. Приехало, друзья, все было разобрано, конечно же. Шлейка была отдельно. Но сразу хочу обратить внимание, что очень трудно одеваются вот эти вот резинки на сам фонарик. Поэтому мы с вами посмотрим уже на, так сказать, готовый вариант. И снимать ничего не будем. В комплекте также приехал метр кабеля USB-A на Type-C. Вот такой вот тоже качественный кабель, толстый, хороший. Ничего про него не могу сказать плохого. Есть у нас инструкция. Довольно, друзья, толстая инструкция. Также в этой инструкции присутствует и русский язык. Поэтому каждый сможет все сам прочитать. Вот эти таблички, которые сзади на коробке, у нас указаны и с самой инструкцией. Ну и вот в комплекте есть две сменные уплотнительные резинки, так как фонарик у нас заявлен как водонепроницаемый. Ну, проверять не будем, друзья. Фонарик предназначен не для меня, просто взял показать вам. Вот такие дела. Так, по самому фонарику. Шлеечка. Шлеечка довольно классная. Резинка такая прочная, тугая. Хотя вот если сравнивать, допустим, с фонарем тем же Baruid, который у меня и у товарища есть. Вот со временем вся эта шлейка, так как сказать, растягивается. Ну, я не знаю именно про эту шлейку, а вот та растягивается. И поэтому было куплено для фонаря Baruid другая шлеечка. Ну, а здесь все пока, как говорится, красиво и отлично. Весь этот вот крепежный кронштейн, который идет к колбу, он изготовлен из вот такой вот резины. Поэтому ничего давить на лоб не будет. Все будет мягко и аккуратно. Как я уже упоминал, фонарик у нас имеет две линзы. Вот в этой вот линзе у нас установлен светодиод дальнего света, будем так говорить, так как он работает более вдаль хорошо, XHP50. Ну и вот этот светодиодик у нас Samsung, по-моему, LH351D. Данный светодиод предназначен для более хорошего освещения, так сказать, вблизи. Фонарь у нас обеспечен двумя пробками. Открываем первую пробочку, и мы увидим там гнездо для зарядки. Вот так это все, друзья, выглядит. Опять же, в сравнении с тем же, допустим, фонариком Baruid, где мы должны немножко приоткрутить пробку, и у нас вот здесь вот будет уже гнездо зарядки. А здесь уже нам надо полностью открутить, и где-то мы эту пробочку можем с вами, конечно же, и потерять. Установлены вот здесь вот эти вот водонепроницаемые резиночки уплотнительные. Имейте в виду. Фонарик, кстати, приехал смазан в силиконовой смазочке. Все отлично. А это тоже о чем-то говорит, то есть о качестве. Фонарик не из дешевых, я вам так скажу. Ну, такой средняя ценовая категория. Ну и здесь у нас установлен аккумулятор. Есть изолятор. Ох ты, видишь, нам повезло. У нас оказалось сразу два изолятора. То есть изолятор предназначен для транспортировки, чтобы не было у нас контакта. Вот у нас контактная пружинка. Вынимаем наш аккумулятор. В комплекте был куплен и данный аккумулятор. Видите, тоже бренд Saphirn. И заявлен 3000 мАч. Значит, данный аккумулятор был протестирован и слито с него 3150 мА.
Тестировали его на зарядке Litokala Li500. Кто ей верит, кто не верит, но зарядка, в принципе, нормальная. Ну и вот так у нас устроен фонарик изнутри. Итак, заряжаем, включаем и смотрим. Да, время зарядки на режиме быстрой зарядки, то бишь этому аккумулятору, этому фонарику, если его заряжать через гнездо, требуется зарядка 2 ампера. И заряжаться по указанию, соответственно, инструкций он будет у нас на этой быстрой, относительно быстрой зарядке 2,5 часа. Пройдемся по режимам. Как мы видим, для каждой линзы имеется отдельная кнопка. Не знаю, для чего они так сделали, но, видимо, чем-то руководствовались. Итак, какие режимы у нас есть? Давайте начнем с режима блокировки. Тройное нажатие вводит наш фонарик в состояние, так сказать, защиты от случайного включения. Раз, два, три. Фонарик мигнул, сказал: все, друг, хорошо, я тебя понял, и я больше не включусь случайно. Вот видите, любую кнопку, и он мигает, говорит: нет, нет, я включаться не буду. Разблокировка тем же способом. Раз, два, три. Надо быстрее. Раз, два, три. Все, фонарик разблокирован и включился. Итак, давайте смотреть. Я, наверное, в камеру не буду, будет сильно ярко. Допустим, вот так, да, сильно ярко. Ну, хотя давайте посмотрим. Вот этот вот экономный режим, так сказать. И переключение режима фонаря у нас производится удержанием кнопки. Давайте сделаем вот так. Второй, третий. Также из любого положения, из любого включенного положения мы можем включить турборежим двойным нажатием. Вот турборежим. Почти в 2 раза ярче. Выключаем. И выключаем сам фонарик. То же самое происходит и с данной линзой. Нажимаем один раз. У нас включается экономный режим. Вот так это выглядит. И держим. Второй, третий и турбо. Видите, в 2 раза. Даже, наверное, больше, чем в 2 раза. Также фонарик имеет память, то есть, давайте я продемонстрирую. Включаю, давайте на минимум, вот минимальный режим, или давайте на второй режим, даже на третий. Вот третий режим включили, что-то мы там с вами посветили, поделали, выключили. Пришли, что-то опять нам надо поработать, и опять включили. И фонарик у нас имеет память и включается на третьем режиме сразу. То есть, какой режим был выключен, с такого режима, друзья, он и запускается. Вот, но на турборежиме он не запустится. В принципе, все режимы я вам показал. Еще один есть интересный режим, то есть, включаем фонарик. Вот так давайте, допустим, сделаем. И тройным нажатием мы этой кнопкой можем включить вот этот фонарик. Смотрите. Видите? Следующее тройное нажатие включит уже свой фонарик. То же самое касаемо и этой клавиши. Видите, идет переключение. Для чего это сделано, непонятно. То есть мы можем здесь, допустим, смотрите, раз, два, включить турборежим, а здесь включить вот такой вот лайтовый, еле-еле светящийся экономный режим. Нет, вот экономный, тот был второй режим. И здесь можем включить турбо. Вот 2 турборежима, вот такое вот дают световое пятно. Да, фонарик на турборежиме греется нехило, друзья, очень сильно греется, имейте это в виду. А нам остается пойти на улицу и посмотреть его, так сказать, дальнобойность. Хотя по камере, по видеокамере, это, конечно же, все не видно, так как камера фокусируется под себя. Но что получится, то получится, как говорится. Что получится, то и покажу. Ну что, вышли мы на улицу. Вот видите, камера сфокусирует, что у нас гараж освещен хорошо, хотя на самом деле почти глазами не видно. Ну, камера делает свое черное дело. Итак, давайте начнем с ближнего света и все режимы подряд посмотрим. Итак, первый режим. Вот так вот это все дело у нас освещено. Второй режим. То есть на втором режиме уже видите, как ярко и светло. Третий режим. Это все левая линза ближнего света. И турбо. Вот так. Даже этого, друзья, хватает себе вполне. Выключаем данный фонарик и переходим к тестированию правого, дальнего фонаря.
Это вот такой вот экономный режим. Второй. Как видите, очень ярко и светло. Третий. Да, тут уже не поспоришь. Тут бьет он, конечно, конкретно. Вон там даже деревья. Посмотрите, как освещены. Ну и турбо. Ух ты. Чтобы дальше что-то было за этими деревьями. Там есть дома, конечно, но за деревьями их не видно. Они немножко ниже. И вот так это все, друзья, дело освещено. Просто шикарный фонарь за свои деньги. Ну что, нам остается включить, дополнить турборежим на левом, ближнем фонаре. Ну, в принципе, как бы ничего особо не поменялось. Глазом что-то там чуть-чуть желтого цвета какого-то добавило, да и все. Ну вот, как днем. Просто, я считаю, шикарно. На этом всем спасибо за просмотр, что были со мной. Всем пока, до новых встреч, до новых видео. Ты заходи, если что.